Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, с вами Любовь. Сегодня в работе дорожная сумка. Покажу самый простой способ сшить сумку любого размера. Это будет не только просто, но еще и быстро. Специальные навыки тоже не понадобятся. Сначала немного теории. Выкройка. Она универсальна. Подставив нужные размеры, можно сшить сумку длиннее, короче, выше. Все зависит от ваших потребностей. Я буду шить большие дорожные сумки. Технология пошива одинакова. Для пошива буду использовать плащевку. Она тонкая, пропитана специальным составом, который не пропускает воду. Для подкладки буду использовать искусственный шелк. Ткани я не покупала, перерабатываю старые запасы. Уплотнителем будет синтепон плотностью 100 грамм. Для ручек взяла плотную стропу шириной 3 см. Еще буду использовать кожзам на трикотажной основе и рулонную молнию. Из плащевки вырезала две детали 75 на 110 см. Из подкладочной ткани две детали чуть большего размера. Собрала сэндвич для стежки. Уплотнитель и подложка должны быть немного больше, так легче будет работать. Слои соединила булавками, наметила центр и от него в обе стороны буду стягать заготовку. Для стежки взяла темно-серые нитки. Стягать буду шагающей лапкой с линейкой. Стежку сделала самую простую. Прямые линии двойной иглой на расстоянии 3,5 см. На заготовке разметила деталь длиной 105 см и шириной 73 см. По намеченным линиям проложила строчку зигзаг, соединила слои и обработала срезы. Они на моей ткани сильно осыпаются. Вырезала две одинаковые детали – лицевая сторона и изнаночная. Для пошива можно использовать и одно сплошное полотно, но в моем случае оно будет 1,5 метра на 1,10 м. Работать с таким размером сложно, поэтому я его разделила на две одинаковые детали. Для сумок небольшого размера или косметичек этого можно и не делать. По длинной стороне заготовки 1,5 см отмеряю молнию с запасом. У меня молния получается 1,10 см. Теперь буду пришивать молнию. Поворачиваю зубчиками вниз к лицевой стороне заготовки и пришиваю к обеим деталям. Чтобы не было перекоса, детали выравниваю и скалываю булавкой. Срез основных деталей сдвинула относительно молнии на пару миллиметров и проложила строчку. Отгибаю края молнии и прокладываю строчку. Строчку проложила у самого края с двух сторон. Дополнительно закрепила молнию и спрятала открытые срезы. Вдоль молнии с обеих сторон проложила декоративную строчку нитками в цвет ручек, чтобы привязать их по цвету. Складываю заготовку пополам. Нижние срезы соединяю булавками на ширину припуска 1 см. Если изделие небольшого размера, можно сразу прокладывать строчку. Соединять срезы тогда нужно лицом к лицу. Складываю заготовку, совмещаю центр молнии с нижним швом. Фиксирую булавками. Срезы тоже совмещаю и соединяю булавками. Ширина ботана у меня будет 26 см. От центра молнии в каждую сторону откладываю по 13 см. Замеряю расстояние до края. Оно равно 22 см. Это сторона квадрата, которую нужно вырезать со всех 4 углов. Откладываю припуск на шов 1 см. Провожу линию и от нее откладываю 22 см. Размечаю квадрат со стороной 22 см. С обратной стороны размечаю такие же квадраты. С противоположной стороны делаю такую же разметку. Это ширина сумки, а это ее высота. Складываю заготовку опять по молнии и нижнему срезу. По бокам получились прямоугольники 23 на 44 см. По разметке прокладываю строчку зигзаг. Соединила слои вместе и обработала край.
У самого края строчки не спеша вырезаю прямоугольники. С каждой стороны их будет 2, а всего 4 штуки. Из них я буду шить карманы. Начертила линию, она отделяет батан от основного полотна сумки. И внизу отделяет дно сумки от основного полотна. Разметила центр полотна и место для кармана. Вырезала нужный размер кармана. Вверх подогнула и обработала край. На кармане тоже разметила центр. Прикладываю карман лицом к лицу, совмещаю центры. Проложила строчку. Отгибаю карман. Совмещаю центры, скалываю булавкой. Прокладываю строчку. Из стропы вырезала 2 ручки длиной 140 см. Прикладываю чуть ниже разметки, по боковому срезу кармана и до верхней разметки. С обратной стороны все так же. Строчку проложила с 2 сторон. Вверху закрепила конвертиком. На передний карман предварительно пришила лейбочку. Решила сделать клапан. Пришила его так же, как карман. Отгибаю и прокладываю строчку, чтобы спрятать открытый срез. Карман готов. При желании можно поставить кнопку или пришить липучку. Соединю нижний край сумки. Сложила лицом к лицу и проложила строчку от края 1 см. Срезы в принципе обработаны, и если не хочется заморачиваться, можно отогнуть на одну сторону и закрепить строчкой. Я разутюжу срезы в разные стороны и закрою полоской ткани. Вот так это выглядит с лицевой стороны. И с изнаночной тоже все прилично. Рассоединю молнию, чтобы удобно было пришивать дно сумки. Сделала разметку дна. Из кожзама вырезала прямоугольник с припусками. Сначала дно закрепила по центру, затем на расстоянии 5 см в каждую сторону проложила дополнительные строчки. Края подогнула до нужного размера и проложила наметку. С боковых сторон до разметки не доходила на 1 см, оставила припуск на стачивание боковых швов. Пришивала при помощи шагающей лапки. Вот так выглядит изнаночная сторона изделия. При желании из оставшихся прямоугольников можно пришить карманы внутри сумки. Одеваю бегунки на молнию. Соединяю батан сумки. Складываю лицом к лицу. Совмещаю центры. Вкладываю держалку и фиксирую зажимами. Прокладываю строчку. Срезы соединила и обработала обтачкой. Осталось соединить боковые срезы основного полотна и батана сумки. Беру за уголки и совмещаю срезы. Выравниваю и фиксирую зажимами. Затем вторую сторону. Прокладываю строчку. Срезы обработала обтачкой. Вторую боковую сторону обработала также. Все срезы закрыты. Все чисто и аккуратно. На второй сумке покажу еще один вариант обработки боковых срезов. Выравниваю срезы, скалываю и по лицевой стороне прокладываю соединительную строчку. Строчку прокладывала с припуском 0,3 см по самому краю зигзага. Затем выворачиваю на изнаночную сторону, выправляю шов и прокладываю строчку от края 0,7 см на ширину лапки. Это быстрый вариант обработки, он ничем не хуже первого. Вот это соединение я обработала обтачкой, потому что здесь идет молния. Размер готовой сумки. Длина 58 см, высота 45 см и ширина 25 см. Несмотря на свои большие размеры, сумку можно компактно сложить и убрать на хранение. Из оставшихся 2 прямоугольников я сшила косметичку. Пошив точно такой же, как и на большой сумке. Разница только в размере. Получилась косметичка достаточно большого размера, 22 на 14 и на 8 сантиметров. Безотходная технология,
все пошло в дело. Это самый простой и быстрый способ сшить сумку любого размера или косметичку. Сделать это можно на обычной бытовой машине. Ничего сложного нет, справится даже новичок. Жду ваши комментарии, я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. Спасибо всем, кто смотрит видео до конца. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, будет интересно. А я на этом с вами прощаюсь, до встречи в новых видео.